только начало моего пути, в котором я буду делать фигурки, вдохновленные FNAF. Ура! Я задрот, да, спасибо. И первым на очереди у меня мистер Helpful из крайней части Secret of the Mimic. Когда ее проходила, то и дело были моменты: это так мило, надо это сделать. Ой, да это можно сшить легко. Блин, это было круто. Надо повторить. Поэтому все это было неизбежно. Первым на очереди стал мистер Helpful, который был со мной на протяжении всего геймплея. Самый полезный и прикольный челик. Я знала, что с ним рядом я в безопасности. Его потертый вид и целый гардероб костюмов засел в мое сердечко. Он то, с чего я хочу начать. Вы входите в костюмерное поместье, где в зале для гостей вас встречает приветственное шоу. Запрограммированное аниматронное песенное представление, которое проводит клиентов в общественные зоны фабрики. И здесь, в центре сцены, вы впервые встречаете его, мистера-помощника, лицо терминальной системы с фабрики Эдвина Мюррея. Этот костюм, эта харизма. Мое путешествие длиной в месяц началось с идеи. Движения мистера Хелпфула напомнили мне эту игрушку, которая, возможно, была у некоторых в детстве. Жирафик, лев или даже клоун падают при нажатии кнопки. Но почему? Сейчас я покажу, как это работает на примере баночки соевого соуса. Изнутри эта конструкция выглядит так. Внутри находится пружина, которая является главным спусковым механизмом. Это кнопка, при нажатии которой нитки будут ослабеваться, а игрушка будет рассыпаться. Сами нитки будут прикреплены не к пружине, а пройдут насквозь до кнопки. Грубо говоря, это будет выглядеть так. Начать стоит с конечностей, ведь именно к ним будут прикреплены нити. Я нашла 3D-модель, с ней я и прошла весь этот путь. В качестве материала я впервые решила использовать полимерную глину. Это был мой первый опыт работы с ней, так что я сильно переживала за окончательный результат. Даже делала пробники, которые раскромсала, проверяя на прочность. Так что теперь могу смело заявить, моя фигурка получилась очень прочной. Чтобы ее сломать, надо смело идти к этой цели. Вот и я шла, постоянно сравнивая, уточняя и перепроверяя. Так, например, я набралась смелости и попробовала запечь детали в печи и заодно проверить, подойдут ли прочные нити для этого. Какое тупорылое создание это сделала, сука, грёбаная плита. Не прошла проверку. Просто сожгла. Во-первых, глина была белого цвета и бумага тоже. Потрясающе. Давай. С тех пор я стала работать на 2 дома, чтобы у меня была возможность запекать глину в исправной духовке. Помимо конечностей, у мистера Хелпфула двигались также ушки, рот и глаза. Для них тоже был придуман незатейливый механизм. Глаза в виде цилиндра пронизаны проволокой, что позволит им поворачиваться. Однако так они будут крутиться на 360 градусов, а это нереалистично. Нужно сократить радиус поворота глаз хотя бы до 180. Для этого нужно установить стоппер. Давайте посмотрим на конструкцию сверху. Глаз сидит в глазнице. Если его начать проворачивать, то он будет биться о стены, которые будут ограничивать его подвижность. С ушками проще. Их стоппер находится на конце в виде небольшого шарика. Этот шар нужно просто вставить в заранее проделанное отверстие в голове и заделать так, чтобы дырка для подвижности была, но меньше размера шара, чтобы он не смог выпасть. Трудности возникли при сборе глаз. Фигурка очень маленькая, в голове много подвижных деталей. Чтобы сделать глазницы, мне пришлось одолжить у мамы крошечную серебряную ложку. Такие кладут в кошелек, чтобы деньги водились. Этой крошечной ложкой, которая еще и гнется, она же серебряная, я сначала проделала глубокие дырки для самих глаз, а затем для проволоки. Нужно было быть очень осторожной, чтобы не задеть уши и не сломать тонкую перегородку. Это был тот еще стресс. Моей отдушиной стала единственная пара зубов мистера Хелпфула, которую я сделала из проволоки и полигеля, своего рода виниры. Это была очень важная изюминка его облика, про которую я чуть не забыла. Представляете, это же первое, что бросается в глаза, а я почти это упустила. Но у меня есть оправдание. Каждая изготовленная деталь должна была запечься в течение получаса, прежде чем я смогу перейти к изготовлению следующей. Иначе бы детали слиплись или деформировались, ведь для рук и тела я пришла к шарнирному механизму. То есть места сгиба, к примеру локти, будут вращательными узлами, такими шариками, к которым присоединяются подвижные элементы.
элементы, то есть плечо или предплечье. Все эти элементы соединялись крепкой нитью, один конец которой был замурован в кистях рук. Так они уж точно не выпадут. В конце запекания каждую деталь я аккуратно допиливала и полировала. На это ушло еще несколько дней, наполненных постоянным шумом и пылью, которая летела мне в глаза. Поэтому я носила только маску. И я рисковая жопа. Тело также работает по тому же принципу, что и руки, но расскажу вам секрет работы механизма. Чтобы руки и тело падали при нажатии кнопки одновременно, нужно нити соединить в одном месте. В данном случае это было через грудную клетку. Нужно проделать осевую дырку, через которую будут проходить все нити, а руки подсоединить нужно, проделав дырки по диагонали, чтобы они встречались в одном месте, создавая некий перекресток нитей. Не забудьте сверять каждую деталь, чтобы не было неисправностей. Отшлифовав, налюбовавшись и удостоверившись в работе каждой детали, я должна была перейти к изготовлению подставки и кнопки. Подставка получилась идеальной формы и размера. Проблемы были с кнопкой. Мне выдали пружину, которую я влепила в конструкцию так, чтобы ее было невозможно сломать или вырвать. Казалось, было предусмотрено все, но проснувшись утром, я взглянула на свою работу свежим взглядом. Всем доброго утра. Короче, что пошло не так? Как вы можете заметить, кнопка спуска находится ниже, чем сама платформа. Исправить это я уже никак не могу. Единственное, что я могу сделать, это либо сделать каркас ниже, либо доделывать окружающее пространство. А в моих планах, если я и буду его делать, тогда это выйдет уже целая диорама. Пока что мой мозг хочет, чтобы я сделала диораму. Сцена, где нас встречают, показывая сцену с песней. Там мы могли наблюдать мистера Хелпфула 2 раза. Первый раз он был на сцене, и второй раз он был на балконе. Балкон, конечно же, выглядит гораздо красивее. Надо посмотреть, надо подумать. Проект уходит вообще не в ту степь, которую я планировала. У меня есть коробка, которую я буду уплотнять, и из нее буду делать сцену. А еще у меня есть медалька, которую я получила, и она идеальной формы. Я поставлю нашего мальчика вот сюда, но так как он стоит не на сцене по центру, а на балконе, его подвинули поближе к краю, чтобы его было лучше видно. Так я приступила к изготовлению балкона. Медаль стала моим трафаретом, а картон досками, из которых я начала строить. В игре балкон состоит из платформы, фигурной арки и драпировки, которые окружены светом лампочек. И раз я стремлюсь максимально повторить мистера Хелпфула, то и подсветку должна как-то провести. Для этого мне поможет гирлянда. На балконе у него есть лампочки по всему периметру. Я нашла гирлянду. Единственное, что мне теперь нужно сделать, это ее разбить. Разбить-то не проблема. Важно знать, чем разбивать. Молотка у меня нет. И я не могу его достать, даже если я захочу, потому что этот молоток охраняет чудовищ. Поэтому буду разбивать его ножницами. Настал момент покраса, самое кропотливое и интересное. В оригинале игры мы играем в заброшенной фабрике, поэтому все аниматроники, да и в принципе все пожухлое. Для реалистичности я решила повторить все потертости краски. Так, покрыв мистера Хелпфула слоем краски, после высыхания я аккуратно спиливала и сцарапывала ее в отдельных местах, стараясь повторить их со скриншотов. Для вас это может быть болезненно, но для меня этот процесс погружения в сюжет. Я погружаюсь в этот мир, где все разрушается, где такой подвижный аниматроник, как мистер Хелпфул, со временем стерся. Это добавляет реалистичности и души работе. Слой за слоем, час за часом я работала над покрасом. И делала я это в смешанной технике, работая не только акрилом, но и, например, карандашами, прорисовывая мелкие детали и тени. И вот, когда все было готово и каждая деталь была нежно покрыта несколькими слоями матового лака, я в 4 руки натянула нити на кнопку и узнала новость, которая разбила все мои планы. Я только что узнала, что пружина самая главная деталь в механизме игрушки, которая бы заставляла мистера Хелпера жить и двигаться, на самом деле не пружина, а просто
прочная толстая проволока. Мне сказали об этом вместе со словами: а это разве не пробный вариант? Ну ты часто кнопку не нажимай, а то проволока согнется. И получается, все мои труды были впустую. И игрушка, которую я делала, бесполезна, ведь ей нельзя играть, ей нельзя пользоваться. Честно, после этого я была готова выбросить его и забросить все. Ничего не имело смысла. Мне до сих пор безумно тяжело и больно все это проговаривать. Меня обманули. И сказали это, когда уже было поздно что-либо исправлять. Как было сказано, так и произошло. Сначала у мистера Хелпфула перестала держаться голова, а затем отнялась рука. К счастью, у него до сих пор движется одна рука, она может помахать вам ручкой. Хоть что-то. Хотя бы руки на месте. Зато теперь он немножко инвалид, что сильно снизило его цену. Буквально в 2 раза. Но я нашла в себе силы его закончить. Следующим испытанием стала диорама. Для арки я выбрала пенопласт, проволоку и воздушный пластилин, с которым я уже работала и была уверена в нем. Такой выбор был сделан не просто так. Было важно сделать верхнюю часть платформы легкой, чтобы фигурка не падала. Вооружившись стеками, я стала налепливать розетку на пенопласт. Эта идея отлично себя оправдала в конце, хоть и заняла очень много времени, ведь нужно было на каждом этапе дождаться, чтобы пластилин полностью затвердел. Для этого нужно было ждать сутки, чтобы он высох. После этого я проделала отверстие и вставила огни гирлянды на места и заклеила торчащие провода. А чтобы их не было видно, повторно облепила всю арку еще одним слоем пластилина. Результат вышел шикарный, вы просто посмотрите, как круто это выглядит. Я даже не забыла про маски луны и солнца, которые я аккуратно прицепила на тонкой проволоке. Следом нужно было позаботиться о нижней части платформы. Я подготовила отверстие для нажатия кнопки и кармашек для батареек, чтобы было удобнее включать и выключать подсветку. У меня оставались кусочки моей любимой атласно-зеленой ткани, которой я облепила эти участки. Осталось дело за малым. В игре низ балкона был украшен геометрическим орнаментом, который мне удалось повторить, выдавив его вручную. Соединив части платформы, пришло время цеплять красные шторы. Я купила ткань, прогладила складки и отправила ее на пошив. Вот такая малюсенькая миленькая шторка. Она выглядит сейчас не очень хорошо, потому что она чуть-чуть пошла не по плану. Вот это мне нужно отрезать. Всякие ниточки тоже надо обработать. Эта шторка должна была быть вот такой формы, полукругом, но она пошита прямо. Как обычная штора, квартирная штора. А мне нужна концертная. Здесь края обработаны очень красивой блестящей ниточкой золотистой. Я придумала, как сконструировать этот балкончик так, чтобы эта прямоугольная шторка не бесила меня и вас в том числе. Я планирую подложить кусочек этой прекрасной драпировки вместо крыши, и тогда спереди и сзади будет выглядеть великолепно. Атласной лентой более голубого бордового цвета я решила воспользоваться для создания именной таблички, чтобы представлять, будто это произведение искусства в музее. Его имя я написала золотой краской, и боже, как же это прекрасно дополняет всю фигурку. Настоящая изюминка, вишенка моего сладкого тортика. Только в этот тортик можно еще и пальчиком дырочку потыкать. Простите, это просто уже истерика. Я потом еще в самом конце красила бочонок, на котором стоит аниматроник. У меня не было права на ошибку, приходилось изгибаться и выкручиваться, прорисовывая рисунок сквозь препятствия уже закрепленных деталей. И если вы думали, что на этом все, то вы явно никогда не вырезали коробку в 2 часа ночи. Дальше начинается босс-файт с коробкой. Раз фигурка стала такая объемная и трудоемкая, тогда придется добивать ее до конца, создав с нуля еще и упаковку. Дорога к идеалу была с ямами. Я нарисовала дизайн коробки с открытым окошком, чтобы фигурку было видно изнутри. А то вдруг я захочу обмануть потенциального покупателя, втюхав ему кирпич в красивой коробке. Дело было вечером. Закончив полностью дизайн и договорившись с типографией, я за 20 минут до закрытия побежала печатать мой лист А1. Все было идеально заготовлено. Текст улет, только работник очень домой торопится. Как и я! Отдаю я ей свои 500 золотых и получаю печать без текста и другого размера. Проблема в обоих. Я, торопясь, сохранила работу без текста, в ее случае я хз, как можно было распечатать лист больше размером, обрезав крышку коробки. Короче, я расстроенная поперла домой и придумала работающую схему. Лист черный, мне нужен текст
белый. Поэтому я написала текст еще раз, распечатала его, потом продавила, чтобы было видно текст в виде углубления. А затем обводила это все белой ручкой. Следом мне нужно было вырезать форму из двухслойного картона, приклеить на него разворот, оставить сушиться под прессом, затем склеить коробку, сделать окошко и прокладку, чтобы фигурка внутри не болталась. Принести ее домой, положить подарок к заказу в виде стикеров и открытки, чтобы получилась эта бомба. Я горжусь этой коробкой, кто бы что ни говорил. Меня даже отговаривали от этой идеи, булили, мол, ее все равно выбросят. Но я ее сделала. Это я сделала. Посмотрите, какая огромная коробка, какая большая фигурка. Это фигурка ручной работы в авторской дизайнерской упаковке. Вы спросите, почему я ее не заказала сразу в типографии? А я отвечу, что в моем городе не делают коробки. Просто не делают. Мне везде отказали. Это нужно было брать мой дизайн, мои размеры, еще и окошко проделать. Да и зачем париться ради одной штуки? Я запарилась. Мне было важно это довести до конца. Сосиска, понятно? Я бы сделала. Взгляните, какой он смешнючий. И знаете, что самое классное? Даже не то, что он светится! И даже не то, что у него установлены светоотражающие панельки. Посмотрите! Светоотражающие пластины. А то, что мистер Хелпер подвижный, его можно поставить в любую позу. У него открывается и закрывается ротик. У него съемная голова, что позволяет ему поворачивать голову на 360 градусов. У него подвижные ручки, подвижные конечности. Вы можете выставить его как хотите. А нажав на кнопку в нижней части платформы, он может вам помахать ручкой. О, божечки. Я так сильно над ним старалась. Я посмотрела, как выглядит балкончик с задней стороны и постаралась максимально повторить ее. Тут даже есть маленькие перила. Это самая такая объемная работа, которую я делала когда-либо. Самая сложная, самая долгая, самая мучительная. Куча слез пролилось. Я думаю, что я такая молодец. Возможно, я слишком много о себе думаю. Но с другой стороны, сам себе не похвалишь, никто не похвалит, правильно? У него глазки двигаются, у него двигаются ушки. Я могу потрогать шторку. У меня буквально образец игры на руках. Разве это не круто? Это было так долго. Посмотрите, какой он большой. Кому не покажу, все такие: о, нифига себе, круто. Ну, супер, классно. Я могу заставить выступление начаться, а могу его закончить в любой момент. У меня в руках живое представление. Если меня внимательно слушать, то можно подумать, что я больной человек. Другой бы забил и пошел спать. Не стал бы строить мини-сцену днями и ночами. Но это же мое чадо. Я его создала. Так что это моя проблема. Да, он инвалид, но кто из нас не идеален? Это только первая фигурка из этой серии. У меня уже лежат чертежи и разработки следующей. Представьте, что будет, когда я до них доберусь. Вы посмотрели историю создания мистера Помощника. Спасибо за это. А теперь занавес. Пойду я спать под мягкий свет огней моей работы. Вот.